Так, добрый день еще раз. Как я говорил, меня зовут Владимир, я журналист. Разговор у нас под записи для публикации. Да, я понял. Вы не против поговорить? Нет. Представьтесь, как зовут вас? Меня зовут Пластинин Юрий Владимирович. Дата рождения? 1 января 1987 года. Откуда вы? Город Можга, Удмуртская СССР. Угу. И вы там не проживали? Нет. А где проживали? Проживал в Брянской области. Брянская область. А часть, в которой вы служили, звание, должность? Воинская часть 12721. Должность начальник штаба батальона. Ого, это не так часто. Звание? Капитан. Капитан. Скажите, пожалуйста, когда вы попали в Украину? 2 марта. 2 марта. Да. Угу. Зачем, что вам сказали, зачем вы идете в Украину? Я выполнял приказ командира части. Где-то я понимаю, а суть приказа? Моей задачей было ведение учета личного состава, ведение безвозвратных потерь, санитарных потерь, учета без вести пропавших и передача их, этой информации в отдел кадров. Куда вы зашли, в какую часть? В Харьковскую область заходили. В Харьковскую область? Да. Сначала Чистоводовка, вблизи Изюма, потом сам Изюм, и потом после Изюма в лес. И как долго это передвижение ваше заняло времени? Вот 2 марта зашли на территорию Украины, в Чистоводовку, оказались через 9 часов, потом 18 марта были в Изюме, и в леса уже 18 июня. А что за это время было интересного? Что происходило вообще? Да ничего интересного. Не, ну события какие-то происходили? Продвижение наших войск, все, и рутинная работа. А ваших войск, вы говорите, это в каком количестве, какая техника? Штатное подразделение, штатная техника, мотострелковый полк. Заходило там около 1000 человек. Ну, со штатной техникой. А что за штатная техника? Я как гражданский человек просто не знаю, что это такое. БМП-2, техника связи, танки и бортовые машины. Артиллерии не было? Артиллерия была, да. Артиллерия была. Артиллерия стреляла? Конечно, стреляла. Куда? По переднему краю противника. По переднему краю противника. У вас были потери? Да, были. Куда девали тела? Отвозили сначала в морг, и потом с морга они эвакуировались в Ростов. Потом эвакуировались в Ростов. 300-е точно так же, я так понимаю, эвакуировались. 300-е, да, эвакуировались в сторону России. Понял. А как у вас было с обеспечением по еде? Вообще проблем не было. Всегда была еда. Вы ели сухпайки, и все было? Все. Нет, зачем сухпайки? Сухпайки это максимум на 3-4 дня. Да. А так горячая пища. КП-130, ПАК-200. Ну, это все тоже доставлялось каким-то образом. Конечно, продукты доставлялись. Так, а бои какие-то были? Ну, в боях я не участвовал. Ну, конечно, бои, в основном тут была артиллерийская дуэль. Так. Здесь боев особо не было. То есть знаем, что... То есть наши войска знают, что там передний край сдвинулся, то есть свободно, и заходили на эти места. Боев практически не было. Понял. И как вы попали в плен? И где? В плен попал 9 сентября. Населенный пункт, как же он, сейчас скажу, Чистоводовка, нет, рядом с Изюмом, как же она, Искра, и вот следующая деревня, Липчановка. Да, Липчановка.
Вот, и получил Каким образом это произошло? на взаимодействии 2 танка и поехал, получил задачу стать в Липчановке. По информации, в деревне никого не было, и надо было ее занять. Туда должно было прийти наше подразделение на БМП, и я с 2 танками. Получив 2 танка, поехал в сторону Липчановки. Подъезжал уже где-то часов 21-22, было темно. И при подъезде к деревне, где-то метров за 100-150, танк заптурили джавелином. Вот, я сидел на броне танка. В метре меня, получается, джавелин прожег танк. В меня влетели осколки, после чего танк остановился, и меня взяли в плен, оказали первую медицинскую помощь. Что, какие у вас были ранения? Множественные осколочные ранения от джавелина, потому что он в метре меня взорвался. У меня были порваны перепонки, ранены левый локоть, правый локоть, правое бедро полностью все и бочина правая. Понял. А те, которые были с вами, вы же не один были, что с ними? Получается, джавелин прожег механика-водителя, он погиб на месте. 2 танкиста, наводчик, оператор и командир танка, я не помню, как их зовут, я их, получается, встретил уже, то есть в 19, когда было взаимодействие, я с ними не успел познакомиться. Их взяли тоже со мной в плен, и я их видел до, получается, до какого времени? До 10 числа, перед тем, как меня повезли в больницу на операцию по извлечению осколков. После этого я их не видел. Как вы объясняете себе цели так называемой спецоперации? Это большая политика, большие деньги, я туда не лезу. Мое дело маленькое. Мне дали приказ, я его исполнил. Как вы понимаете понятие «преступный приказ», прописанное в Уставе Российской Федерации? Я такого не слышал. Понятие «преступный приказ». Это есть какие-то моральные ценности. Я отношусь к приказам так, что тот, кто дал приказ, он за него несет ответственность. В случае невыполнения приказа, за невыполнение приказа и его последствия несу ответственность я. Застрелить мирного человека? Это военное преступление. Вторгаться на территорию чужой страны? Вот здесь уже можно подискутировать в связи с тем, что вторгаться на территорию чужой страны, если не было приказа свыше и по собственному решению, тогда это будет уже рассматриваться, если с оружием, то это терроризм. Если это без оружия, то тогда это пересечение, незаконное пересечение границ. Так. Вот. Так как мы действовали по приказу, считаю, ничего не нарушили, если это же было незаконно, и после того, как закончится операция, либо военные действия, в зависимости от того, с какой стороны смотреть, то тогда уже будет решение, кто виноват, кто прав. Я не очень понимаю логику. Если с оружием вторгся по своему желанию, это терроризм? Это терроризм. А если по приказу командования, это так можно? Для меня, я профессиональный военный. Я понимаю. Мне дали приказ старшие начальники, у которых есть власть по отношению ко мне. Так. Я выполнил этот приказ. За его последствия отвечаю не я, отвечает старший начальник. Я понял. Расстрелять мирных — это военное преступление? Это преступление. Тот, кто расстреливает, отвечает? Должен. Если ему дали приказ, то отвечает старший начальник, отдавший этот приказ. Он лично ответственности не несет? Нет. Угу. Интересно. Я лично всегда думал, что тот, кто стреляет в человека, он все-таки несет ответственность как моральную, так и по закону. Быть может быть, это
будет моральная ответственность. Но у нас статус военнослужащих. Да. И военнослужащий не обсуждает приказы. Он их сначала выполняет, а потом может обжаловать. Нет, ну то, что вы можете обсуждать там, или не обсуждать приказы, обжаловать их или не обжаловать, это ваше дело. То, что у вас в уставе есть норма, о которой вы почему-то не знаете, о том, что преступный приказ можно не выполнять, это тоже есть. Ознакомитесь потом, если будет у вас желание. Вот. Но вопрос в следующем. То есть мы с вами хотим поговорить, да? Да. Если вы все время будете говорить, у меня был приказ, да, то в принципе мы можем нашу беседу заканчивать. Потому что получается, что вы человек, который кроме слова приказ больше ничего как бы и от себя добавить и не может. Верно? Ну, а зачем мне добавлять? Хорошо. Приказ спрыгнуть с 9 этажа выполнили бы? Этот приказ я бы не выполнил, и тем самым я беру на себя ответственность за невыполнение и последствия этого приказа. Вот. Прекрасно. Тогда вопрос. А чем же, собственно говоря, вторжение в чужую страну лучше, с вашей точки зрения, чем просто взять и спрыгнуть с 9 этажа? В программе боевой подготовки спрыгнуть с 9 этажа нет такой задачи. А вторжение в чужую страну есть? Есть понятие переднего края и понятие боя. Так. И как бы в этом моменте мы смотрим это как на бой. Прыгнуть с 9 этажа нет такого норматива в программе боевой подготовки. И это для нас не свойственно. Вы мне можете найти, я вам дам воспользоваться интернетом, если при желании, где у вас написано в ваших нормативах, что вторжение в суверенное государство – это какое-то правильное обоснованное действие? Про вторжение в другое суверенное государство у нас в уставе не указано. Так. У нас есть понятие боя. И старший начальник, который ставит задачу, он берет на себя ответственность. Я понимаю. Украина – это суверенное государство или нет? С вашей точки зрения. Да, суверенное государство. Вы сошли в Харьковскую область. Да. Харьковская область – это область Украины? Суверенного государства? Да. Вы пересекли территорию суверенного государства? Да. С оружием, с военной техникой и с боем? Ну, лично я уже нет, без боя. Ну, это не Да. существенно. Перед вами, видимо, шли другие с боем, Да. вы уже зашли по их следам. Да. Вы для себя как это понимаете? Или оправдываете, или же не оправдываете? Или вы вообще об этом как бы не думаете, с моральной точки зрения? Я об этом не думаю. Понял. Погибли ли люди? Вы уже говорили, что да. Ну, Да. вот с российской стороны. За что они погибли? Не могу сказать, за что они погибли. Угу. Но когда они шли в вооруженные силы, Мгм. они прекрасно понимали, что они идут на контракт. И данная профессия связана с риском для жизни. Понятно. То есть они погибли просто потому, что они военнослужащие. Да? Это было связано с риском для жизни. И, собственно говоря, так их жизнь и Да, закончилась. военнослужащие, получается, у нас не должны быть привязаны к политике. И они не вникают в приказ. Они оценивают, могут они его выполнить или не могут. Если могут, выполняют. Если не могут, то обосновывают, почему они его не могут выполнить. Мгм. И тогда уже берут на себя ответственность. Те военные, которые отказываются идти в Украину, воевать, им в военных билетах ставят печать. Нет? Подождите, а какую печать? Склонен к предательству. Ну, почему? Этого я Вот, объяснить, к сожалению, не могу. я вам потому могу что объяснить. это- Для того, чтобы поставить такую запись Мгм. в военном билете, необходимо провести разбирательство.
Да. И это разбирательство должно быть законченное, и оно должно быть подтверждено какими-то документами, чтобы написать, потому что данная запись является клеветой, что, согласно российского законодательства, является уголовно наказуемым деянием. И за это должностное лицо, которое сделало такую запись, понесет уголовную ответственность. Пока что не несет. Я не могу с вами об этом дискутировать, просто потому что вы этих записей не видели, с этими людьми не общались. То есть, скорее всего, если я вам объясню, как это происходит, вы мне не поверите. Но неделю назад я общался с человеком, который зашел в самом начале боевых действий со стороны Чернобыля, успел выйти, потом их посылали обратно, он отказался ехать обратно. Ему поставили такую печать военники, у него начались суды, он начал судиться против этого. Но тут вот началась так называемая частичная мобилизация. К нему пришли, и его мобилизировали. Он говорит: стоп, так у меня же печать в военнике стоит. Ничего страшного. И мобилизировали. Как вам такая история? Ну, я не общался с этим человеком, я не видел этих документов, я не могу сказать. Вот. Я же вам говорю, поэтому нам сложно будет дискутировать, потому что я владею этой информацией, вы нет. Далее, что вы можете сказать о наемничестве с российской стороны? Я не могу сказать в вооруженных силах, потому что они ими не являются. Например, ЧВК «Вагнер». Не владею обстановкой по ЧВК «Вагнер». Вы хотите сказать, что вы не слышали? Я знаю, что есть такая ЧВК «Вагнер». Так. Я не знаю их правовой структуры, на чем они основаны, и обсуждать их я не могу. У вас в России запрещено наемничество. То есть вообще запрещено наемничество. А служащие, так сказать, в ЧВК «Вагнер», они нанимаются через охранные фирмы посредством договоров. Якобы с целью что-то где-то охранять. На самом же деле все они идут на войну в Украину, не являясь вооруженными силами Российской Федерации. Вы знаете это? Нет. Значит, и об этом мы тоже говорить не можем. Видимо, просто у вас да? все очень хорошо и правильно с российской стороны получается. Я вам задаю вопросы, вы говорите, что вы об этом не знаете. Хорошо. Как вы относитесь к тому, что Россия сейчас мобилизирует заключенных, вечевых, спидозных насильников и убийц с шестиуходками для того, чтобы воевать в Украине? Первый раз слышу от вас эту информацию. Как бы вы отнеслись, если бы эта информация была правдивой? Опять же, мое отношение. Гипотетически. Мое отношение не будет влиять. Конечно, я буду против того, чтобы этот личный состав участвовал в специальной военной операции. Угу. Против. Да? Вы бы осуждали такие действия? Да. Угу. Как вы понимаете для себя, если вы понимаете для себя как-либо цели специальной военной операции? Ну, опять же, я не хочу обсуждать вот именно цели военной операции, потому что у меня есть не стратегические цели, а тактические цели нашего подразделения. Угу. И я мыслю в рамках своей власти. Ваше подразделение выполнило ваши цели? Опять же, да, наше подразделение, в котором я прохожу службу, выполняло свои цели до 9 сентября. Что произошло после 9 сентября, как я попал в плен, я не знаю. Ну, не сразу после 9 сентября, но впоследствии Харьковская область полностью освобождена от российской армии. Да, я это слышал, и еще слышал, что это вроде был как жест доброй воли. Так да, же, как... российская армия позорно бежала с большим количеством потерь и с большим количеством оставленной техники. Я вам могу эти видео продемонстрировать. Ну, я не сомневаюсь, что как информационная война как с нашей стороны, так и с вашей стороны, она идет. Угу. И одни и те же моменты можно показать с разных сторон. В чем заключается жест доброй воли? Оставили Харьковскую область и все войска
вышли с территории Харьковской области. Так. Выход из Киевской области, это тоже был жест доброй воли? Я думаю, да. Зачем было заходить? Я пока еще маленький, чтобы обсуждать такие вопросы. Но тем не менее, вы твердо уверены, что это был жест доброй воли? Думаю, да. Но я всего лишь пытаюсь показать, что вы мыслите достаточно однобоко. Может быть. Выход из Черниговской области, это жест доброй воли? Я вообще как бы слабо понимаю, где вот находится Киевская, Черниговская область. Ну, то есть Киевская, это понятно, я понимаю. Где Черниговская тоже. Почему? Потому что я не следил за обстановкой в этих областях. Угу. Знаю, что да, сначала зашли, а потом их оставили как, может быть, тактический ход, может быть, акт доброй воли. Обстрелы инфраструктуры Украины ракетами из России, это к чему можно отнести? Я думаю, что деморализация граждан Украины, Угу. к этому можно отнести. Угу. А цель? Деморализация? Деморализация и, возможно, подавление желания к сопротивлению. Думаете, работает? Возможно. Оставление Сумской области, это жест доброй воли? Думаю, да. Оставление Херсона, это жест доброй воли? Кстати, Который уже был признан российским и внесен в Российскую Конституцию, как российский город. вот по Херсону, опять же, могу судить только по той информации, которую я слышал, находясь в Харьковском СИЗО, что прежде чем сдать город, была информация, что по жесту доброй воли часть города сдадут обратно вооруженным силам Украины. И об этом было сказано за неделю до его сдачи. Эвакуировали детей, мирных жителей, которые хотели выехать. Их размещали вблизи Симферополя, Ялты, Сочи, в реабилитационных центрах. Опять же, с ваших новостей я это слышал. А через неделю уже говорили о том, что Херсон был взят вооруженными силами Украины получается, до левого берега. Херсона на левом берегу нет. Значит, может, я ошибаюсь, направо, может быть. Потому что я до конца не все могу перевести. Быстро слишком. Я даже, если честно, не знаю, где вы находите такую информацию из украинских новостей. Радио украинских дорог. Дело в том, что это была риторика конкретно российских новостей о том, что мы выходим, покидаем правый берег, выходим на левый берег. Так очень удобно говорить, когда ты оставляешь город и не хочешь говорить о том, что ты оставляешь город, а хочешь сказать о том, что ты якобы просто выходишь на какой-то берег. На самом же деле выход на левый берег это и есть равно оставление Херсона. Ну, значит, это так. Так это тоже жест доброй воли? Я думаю, что это было приурочено к G20, который проходил 15-16 ноября. Угу. И к попытке вести переговоры. Почему Путин тогда не приехал на G20? И раз он хочет так вести переговоры. Этого я не могу сказать. Угу. Я не могу за него ответить. Нет, так и мы вообще ни за кого отвечать не можем, по сути. Я же тоже за Зеленского, к примеру, ответить не могу. Но я могу рассуждать. Да и у военнослужащих, в принципе, есть такая опция. Ее никто не лишал. Если вы пересекаете границу чужого государства, да, вы можете это делать, конечно, выполняя приказы, ссылаясь на выполнение приказа. Но также вы можете подумать, что стоп, а что мы вообще делаем и зачем? Эта опция есть у военных. И они могут отказаться это делать. И взять на себя ответственность за невыполнение приказа. Безусловно. Безусловно. Взять на себя ответственность за то, чтобы не идти в чужую страну и не становиться палачом. Ну, я себя не считаю палачом. Я же не говорю, что вы себя должны считать палачом. Это ваше личное, моральные устои
Как считать, кем считать людей, которые оставляют после себя в городах могилы зарытых людей без конечностей, с отрезанными гениталиями и так далее? Как мне называть людей, которые расстреливают других людей в затылок? Для меня это получить. Хотя вы, конечно, ничего такого не делали и так далее. И вообще в это не верите, скорее всего, что российская армия делала такие вещи. Но я живу. Не могу здесь. сказать. Конечно, не можете. Я и не думал, что вы сможете это сказать. Вы же говорите только то, что вам удобно. Я говорю то, что я конкретно знаю. Угу. Ну, вы знаете точно, что это был жест доброй воли, например. Да? О чем? Ну, вот оставление Киева, Чернигова, Да. Харькова, Херсона. Это все жест доброй воли. Да. Это вы знаете точно. Да, значит, у меня однобокая информация. Нет, не информация, а рассуждение. Но это ваше право. Так рассуждать. Я просто думаю, когда ваша жена уже ответит в чем-то или не ответит. Потому что она как вообще с телефоном? Просто она была сегодня, вот написано. Угу. Вот мы ее отправили. Ну, Она не прочитала до сих пор. не знаю, Ничего. уже давно с ней не разговаривал. Ну, по сути, мы ее отправили в 14:48. Сейчас 15:16. Можем еще немного поговорить. Я от вас не услышу никакого мнения о происходящем. Ну, например, что такое, по вашему мнению, демилитаризация и насколько она сработала? Ведь ваш человек, которого вы называете президентом, говорил о демилитаризации. Да? Но я могу сказать только свое мнение. Ну, конечно. Я же с вами говорю. Да. Демилитаризация, в моем понимании, это подавление, сопротивление армии противника. Да, но получается, что сейчас армию нашего противника спонсирует практически все НАТО, снабжает и, получается, передает где списанную технику, где технику, подходящую под списание, использует интересные схемы. Какие? Ну, к примеру, сначала дает деньги, потом загоняют технику, которая требует технического обслуживания, и потом на эти же деньги приезжают специалисты этих же стран и обслуживают эту технику, те же самые танки, БМП, привозят на них запчасти, которые стоят тоже денег. Для кого-то это просто бизнес. Если я правильно понял эту схему, дают поломанную технику. Не поломанную, а работоспособную, Да. но не новую. Но не новую. Но работоспособную, которая может даже где-то проехать, пару раз стрелять. Ну, не пару, сколько-то пострелять, определенный настрел, но у нее уже есть выработка. Приходит время технического обслуживания, которое придет намного быстрее. И чтобы обслужить эту технику, на которую нет запчастей на Украине, начинают запрашивать, украинская сторона начинает запрашивать в тех странах, с которой техника, специалистов и запчасти, которые, приезд специалистов стоит денег, обучение работы на этой технике тоже стоит денег, и запчасти тоже стоят денег. Откуда у вас такая информация и о какой конкретной технике вы говорите? Ну, к примеру, сегодня я слышал, что Украине было передано с Великобритании, опять же, это по новостям. Да, конечно. Причем по-украински. Да, У по-украински. вас телевизор есть? Нет, радио играет. Радио, хорошо. Да. 10 тысяч боеприпасов с Великобритании, которые были списаны в 2018 году. Прям так и сказали по телевизору, что были списаны в 2018. По радио. По радио, что были списаны в 2018. Да, списаны в 2018 году. Боеприпасы. Да, боеприпасы. И что? Их нужно будет обслуживать, боеприпасы? Нет, их не надо будет. Я говорю, вот один из примеров. Потом один из примеров с танки, основной боевой танк Т-72, который стоял на вооружении в Польше, в количестве 253 единиц были переданы на Украину.
Вот. Они, соответственно, не новые. За это Польша получила списанные в 2020 году марокканские Абрамсы. То есть Абрамсы, которые стояли на вооружении американской базы в Марокко. Да. Вот. Соответственно, я понимаю, как закончится 253 танка Т-72, пойдут эти Абрамсы, Так. на которые необходимо будет обслуживание, специалисты. И на запчасти. Т-72 нужно обслуживание. Но Т-72 – это боевой танк, который был разработан в Советском Союзе. Да. И в вооруженных силах Украины этот танк тоже, скорее всего, стоял на На вооружении. Харьковском танковском заводе Вот. изготовлялся вроде бы. Я точно не знаю. По-моему, вроде бы. На Харьковском Т-64 Булат. Может быть. Вот. А Т-72 он на Урал-вагонзаводе. Я просто пытаюсь понять, к чему вы ведете. Ну да, нам дают технику, нам дают оружие, нам дают боеприпасы, нам дают деньги, нам дают Да, специалистов. но потом эти же деньги надо будет вернуть. Откуда у вас такая информация? По опыту всех вооруженных конфликтов. Давайте возьмем опыт вооруженных конфликтов. Слышали о Ленд-Лизе? Да, слышал. Что возвращал Советский Союз Штатам во Деньги. Второй мировой? Деньги, нефть. Деньги и нефть. Ну, не только вот эти продукты, там и другие были продукты. То есть вы утверждаете, что Ленд-Лиз был не безоплатным? Конечно, нет. А вот в данной ситуации по договору, который заключен, Ленд-Лиз выглядит следующим образом. Показываю. Если Америка нам дает танк, вот он, танк, мы его использовали, и он пришел в негодность. Так. Этот танк просто списывается. Если мы его хотим отдать, он остался целым, мы его отдаем. Так. И это безоплатно. А если он остался целым, и мы хотим оставить его себе, то тогда мы должны за него заплатить. Понимаете? Да. То есть никто нам не дает что-то, за что мы должны по определению рассчитываться. Такого просто нет, не существует. Я понял. Есть такая поговорка. Замысел без умысла – это вымысел. Какой замысел тогда, чтобы вам дать бесплатно? Вы понимаете, в отличие от того, что думаете вы, я уже понимаю, что вы думаете, да, приблизительно, весь мир понимает, что произошла российская агрессия, то есть вторжение в Украину российских войск. И у цивилизованного мира у него вообще есть такое правило – помогать тем, кто страдает от агрессии. Для этого, собственно говоря, и есть все международные институции, которые как бы призваны следить за держать баланс справедливости. И когда в Украину летят российские ракеты, когда в Украину едут российские танки, я вам скажу так, первых 1,5-2 месяца было впечатление, что все просто смотрят. Ну, так, что будет? Дают по чуть-чуть джавелины, дают по чуть-чуть там птуры и некоторые другие моменты, ну, так, в небольшом количестве. И вот когда Россия делает жест доброй воли, как вы говорите, уходит из Киева, а если посмотреть с моей точки зрения, то ее выбивают просто с позором из-под Киева, Чернигова, Сум. И когда становится очевидно, что украинская армия может не просто обороняться, но и контрнаступать, тогда нам по чуть-чуть начинают давать артиллерию. Возможно, дадут танки, дают ПВО для того, чтобы можно было бороться с российскими ракетами, которые летят. Потому что в России кому-то думалось, видимо, что ракетами можно выиграть войну, в частности крылатыми. Но оказалось, что это не так. И весь мир нам помогает, как государству, которое борется против агрессии. Парламентская ассамблея Совета Европы и ООН уже приняли, еще не проголосовали резолюцию о том, что Россия это страна-террорист или страна-спонсор терроризма. Почему-то вы по радио этого всего не услышали, но это все происходит. Вот почему нам дают оружие. Точно так же, как Штаты давали Советскому Союзу оружие. Потому что Советский Союз защищался от агрессоров.
от нацистской Германии. Ну, у меня свое мнение, почему Говорите США свое мнение. давало в то время. Нет, давайте не про то время. Давайте про это время. Просто про то время это можно 48 часов сейчас проговорить. Можно еще в дальние времена какие-то уйти. Давайте про это время. Вот в это время сейчас гибнут люди. В это время сейчас идет война настоящая, какая не спецоперация. Потому что спецоперация это что-то, что происходит молниеносно и приносит какие-то цели. Извините, то, что длится 9 месяцев, 85 тысяч российских солдат погибло, это как-то на спецоперацию уже не очень похоже. Вот. То есть это все происходит сейчас. Вот мы можем сейчас говорить о том, что мы можем сделать для того, чтобы все эти люди не гибли. Что мы можем сделать? Да. Сесть за стол переговоров. Я думаю, что в этом направлении работа ведется. Давайте смоделируем ситуацию. Давайте. Вы представитель российской стороны на переговорах и украинской. О чем мы можем с вами договариваться? Ваши требования. Я не могу себя поставить. Ну почему? Ну у нас же свободный разговор. Мы же просто беседуем. Ну, ни от кого ж кусок не отпадет, если мы просто смоделируем гипотетические ситуации. Ну давайте я начну. Мои требования. Российский коллега или коллеги или делегация, пожалуйста, не могли бы вы уйти с наших территорий? Еще раз говорю, я не могу смоделировать себя в этой ситуации, потому что у меня недостаточно информации, чтобы оперировать такими вопросами. Угу. Понятно. А как вы думаете, это нужно вообще все или нет? Что происходит? Не могу сказать, но войны были, есть и будут. Это как, знаете, взять белый лист, достать и сказать, он белый. Ну, это понятно. Это понятно. Да. Войны были, есть и будут. Да. И в войне всегда та конкретная война, которая сейчас нужна, ради чего она ведется, нужна ли она, зачем она нужна России? Вот вы как гражданин России, а не как военный, можете сказать, зачем вам, россиянам, эта война? Война простому гражданину не нужна. Любому человеку, как индивиду, война не нужна. Потому что каждый живет в своей зоне комфорта. Да. Так же, как и военнослужащему, война не нужна. И мне моя зона комфорта — ездить на учения, сидеть на полигонах, стрелять, бегать, прыгать, да, совершенствоваться в своем мастерстве. Это понятно. Ну, вы хоть военный. Да. А мобилизируют-то сейчас вообще не военных в России. Ну, совсем прям не военных. Я вот вам могу открыть свой канал, пролистать, у меня уже около 500 интервью. Ну, вы хоть на военного похожи. Вы знаете, вот, серьезный, прям, контролируете вопросы, ответы, пытаетесь далеко не уходить. Если чуть что, я не знаю, я информацией не владею. Понял? Понял. Но я вам могу показать тех людей, которых мобилизируют сейчас из России. Это не то, что не военные. Они ходят с трудом и дышат через раз. Им это зачем? У вас приказ. А у них что? Почему вдруг в России так случилось, что людей можно просто взять и аки мясо бросить в вот это жерло войны? Вы говорите, что они не военные, да? То есть я вот все-таки руководствуюсь уставом. Да. Почему тогда не военный человек тоже сюда пришел? Да. Почему? Вот я хочу вас узнать. Вот у вас более 500 уже интервью. Да. Что ими движет? Почему они сюда пришли? Так мобилизация же объявлена в России. Ну, называется частичная мобилизация. Да. Им приходят повестки. Так. И им говорят, либо срок, либо ты едешь на войну. Они выбирают войну. Почему они выбирают войну? Потому что они боятся. Потому что они запуганы своим же собственным режимом, который их посадит. Смотрите, с одной стороны, потом в тюрьмах их будут насиловать швабрами в задний проход, что мы уже видели. И я могу вам продемонстрировать, это вообще не смешно. Потому что это документальные кадры из российских колоний. Хотя, может, вам
по какой-то причине от этого весело. Я Да не знаю. нет, мне от этого не весело, просто вы сейчас говорите. Ну да, мне смешно, потому что это Почему? абсурд. Ну это абсурд. Что именно абсурд? Что насилуют швабрами? Да, Но ведь это происходит. не знаю. Ну, хорошо. Я Вы не- можете не знать. я не видел ни одного понимаете, человека. я же не могу во время нашего разговора каждого ставить перед собой ноутбук или телевизор и демонстрировать каждый момент, о котором я говорю. Если вы не знаете, это ваше право не владеть информацией. А я вам говорю, что опубликованы давным-давно уже открытые данные с видеозаписей, камер же видеонаблюдения, которые находятся в ваших же колониях. Слили, видимо, ваши же сотрудники на ресурсе Gulag.net. Можете зайти и посмотреть, как это все происходит. Ну, можете и не знать. Это ваше дело. Я понял. Да. Но это не смешно, честно. Жуткая история. Вот. Ну, да ладно. Вернемся к тому, о чем вы говорите. Ну, не военные, да. Ну, их мобилизируют. Они идут, чтобы не попасть в тюрьму, потому что их этим пугают. То есть попасть в тюрьму настолько страшно, что страшнее смерти? А они не думают про смерть. Ну, я вам сейчас пересказываю слова десятков людей, с которыми я общался. Они не думают о смерти. Они думают о том, что они не будут воевать. Им говорят о том, что они будут стоять где-то на блокпостах. Где-то что-то охранять. Возить гуманитарку. Вот они руководствуются такими вещами. Какие-то заоблачные функции. Если человека мобилизируют, то Мобилизуют, правильно. мобилизуют. Я тоже так говорил. Меня поправили. Хорошо. Если человека мобилизуют, значит, он понимает, что он идет в подразделение, и он будет воевать. Его же учат, прежде чем он пойдет сюда. Его не подготавливают. Здесь с вами не соглашусь. Находясь в Харьковском СИЗО, к нам прибыло 20 человек, которые были мобилизованы. Мгм. Их привезли когда? 18 нет, что-то... Так. Числа... 20 человек, а когда вот привезли то ли 9, нет, не 9, раньше, где-то 3 или 2 ноября, наверное. Мгм. И я с ними переговорил, и человек мне рассказал, что они сначала месяц находились на полигоне, их заставляли стрелять, их заставляли окапываться, они многое чего не делали. И как я понял, Когда их привезли, говорите? сейчас скажу, 20 человек взяли в плен, и по радио в этот день сказали, что взяли 21 или 22 человека взяли в плен. Мгм. Взяли, получается, в Луганской области. Мгм. А когда это было, сейчас скажу. Это было где-то в ноябре, 2 или 3 ноября, что-то такое. Мгм. Понял. Вот, я с ними, с одним из них я переговорил. Я понял, что у них была подготовка в течение месяца. Мгм. Но они сами просто не прониклись к этому вопросу никаким Этим образом. процессом не проник. Да. И долго они провоевали? Они провоевали где-то неделю. Ну, такое дело. Они попали в плен в качестве жеста доброй воли. Может быть. Так и есть, 100%. В принципе, вообще все, что происходит там, где российская сторона очевидно проигрывает, это все жест доброй воли. Второй вариант — это отрицательное наступление. Тоже есть такое отрицательное наступление, называется. Вот. И что-то еще там я не помню. Ну, потерь нет в любом случае. И потери есть. Первых 1,5 месяца у Коношенкова не было потерь. А именно в первых 1,5 месяца их было массово, очень много. Я владею информацией за свой мотострелковый полк. Мгм. И вот
на 18 июня 2022 года у нас было 45 человек погибших. Из них это было 10 офицеров, 250 раненых и около 300 человек отказавшихся, которые были отправлены в Россию и уволены из рядов вооруженных сил. Это на общую численность на сколько? Нет, это вот нас заходило где-то около 1000-1100 человек. 1000-1100 человек, из них 300 отказавшихся. Да. Раненых? Где-то 250, около 250 человек. Те около 500 человек в совокупности и Погибших 45 человек. То есть полка так или иначе не стало? Нет, это половина личного состава, которая привлекалась Угу. к операции. Угу. Понял. Исходя из того, что вы видели, я вам сейчас покажу просто пару пленных. Вы мне скажете, много ли они могли наготовиться. Просто интересно. Здесь просто плоховато подгружается интернет. Ну, вот, например. Вот, например, сидит человек. Сейчас придет. Вот, например, сидит человек. Ему всего лишь 40 лет. Вот этот вот человек. Он очень плохо видит. Он сам об этом рассказывает. У него множество всяких разных болезней. Он сам об этом рассказывает. Как думаете, он много мог наготовиться? И годен ли он к службе? Понятное дело, Так что по экрану оценить это невозможно. И мне нужно верить на слово о том, что он плохо очень видит. Ну так, чисто навскидку. Похож этот человек на... который может выполнять боевые задачи? Вообще похож. Похож, понял. Вообще вопросов нет. Если такие у вас похожи даже на те, которые должны боевые задачи выполнять, то в принципе я рад, что у вас такая армия и что в частности есть такие офицеры, которые так воспринимают таких людей. Я даже больше скажу. Я думаю, что именно с этим и связаны жесты доброй воли. Надеюсь, они продолжатся. Может быть. Хотите что-нибудь от себя передать? Нет? Пошли бы еще раз в Украину, если бы знали все наперед. Я бы действовал по-другому. Вау, вот это поворот. А можете сказать, что значит по-другому? Я бы не пошел в ту деревню, которая была занята. То есть вы бы пошли в Украину, но вы бы не попали бы в плен? Да. Понял. Опять же говорю, я кадровый военный. И... Да не, это я Да. уже все понял. Это я уже все понял. Это все нормально. Ну, передать ничего не хотите? Нет. Понял. Ну, тогда ждем жестов доброй воли. Жене, к сожалению, не дозвонились. Можете ей отправить голосовое сообщение, если хотите. Ну, например, вы можете просто сказать, как вы себя чувствуете. Да, просто говорите, что вы считаете нужным. Юль, привет. Жив. Нахожусь там же, в Киевском СИЗО. Жду обмена. Больше ничего, информации никакой мне больше нет. Да, ну, она же знает, что... Ну, ладно, я хотел дать небольшую консультацию. Такое дело. Что нужно сделать, чтобы вас обменяли его быстрее? Ну да, я уже с ней переговорил. Вы уже говорили об этом? Да. Все. Никого нет. Сколько автоматчиков было во время интервью у нас? Ну, в России, то, чем я занимаюсь, это... Как вы это оцениваете? Ну, я считаю, что вы зарабатываете деньги, и как бы тут ничего такого нет. Я зарабатываю деньги. Да. Или нет? Можете еще присесть на одну секунду? Я вам просто объясню, что я делаю, да, чтобы вы себе знали, в курсе были. Я на будущее, когда вернусь в Россию, первое, мы показываем вас, что
для многих из ваших родственников является единственным спасательным кругом для того, чтобы вытянуть вас из плена. Потому что они идут, показывают наши видео, и в России из без вести пропавших и так далее и тому подобное, их наконец-то заносят в список пленных. Это очень важно, да. Ну, у нас же были такие, которых записали в погибших. Маме уже по 2 похоронки пришли, мы звоним ей и рассказываем, как оно есть. Это отнюдь не гуманитарная миссия. Не, я понимаю. Это миссия для того, чтобы вернуть наших людей из плена. Потому что если вас будут забирать в Россию, то, соответственно, должны отдать наших. Согласен, потому что мы тоже брали пленных. Вторая функция, которая меньше работает, но тем не менее все же работает, это донести что-то до россиян. Потому что не все россияне далеко будут оправдывать все то, что происходит, жестами доброй воли. Некоторые пытаются все-таки думать более объективно. И кроме того, есть же много шаблонов российской пропаганды, о которых мы с вами не говорили. Ну, например, вы заговорили об одном, да? В чем я вам сказал про ленд-лиз, вы там рассказываете, что нам там дают, потом мы будем отдавать. Я вообще не очень понимаю, почему это беспокоит россиян, если честно. Что они так думают за то, что нам тут отдавать, не отдавать? Какое ваше дело? Ну, вы так глубоко в это вникаете, я спрашиваю, какое ваше дело? Я особо не вникаю. Понял, хорошо. Есть множество шаблонов российской пропаганды. Как то, к примеру, защита русскоязычных. Да? Харьков, например, защищают русскоязычный город, уже на протяжении 9 месяцев обстреливают ракетами. Стирают его с лица земли. Очень странная защита русскоязычных. О таких вещах мы говорим. А о том, что НАТО воюет. Вы много натовцев здесь видели? Я видел натовцев. Натовцев? Французов. А вы уверены, что это натовцы? Опять же, нет, не уверен. Опа. Просто, да, это... Опа. А что они не могут быть добровольцами, по вашему мнению? Может быть, Опа. добровольцы. А может быть, да, добровольцы, которые знают очень хорошо медицину. Прекрасно. Добровольцы, которые знают очень хорошо медицину. Замечательно. И при том, что они официально оформляются в вооруженные силы Украины. Официально. Они не являются наемниками. Они не являются наемниками. А вот ЧВК «Вагнер» — это чистые наемники. Видите, мы о таких вещах говорим, чтобы в России слушали, и немножко у них там... Потому что они кричат здесь о наемниках из НАТО у себя по телевизору, а у них под боком людей вербуют в наемники. И их это не беспокоит. Мы говорим о таких вещах. И о множестве других шаблонов российской пропаганды, которую я вынужденно контраргументирую. Вынужденно. Потому что у всего есть причины и следствия. Если бы не было бы российской пропаганды, то не было бы и войны. Не было бы войны, основанной на российской пропаганде, не было бы этих интервью. И вас бы здесь не было. Да, меня бы тогда бы здесь не было. Но получается, вот эти вот французы, специалисты медицинской подготовки, которые мне оказывали помощь, огромное им спасибо, они не граждане вашей страны. И что? Это как бы уже вмешательство третьей стороны. Нет, это добровольцы. Хорошо, пусть будут добровольцы. Нет, ну это добровольцы. Это люди, которые добровольно приезжают, опять-таки, воевать против агрессии. Тогда и предоставление нам хаймарсов — это вмешательство третьей стороны. И вообще я не понимаю, если вас так беспокоит эта третья сторона, почему бы вам с ней не повоевать? Это ж более короткий путь. Так сейчас и так идет война. Уже не с вами, а с третьей стороной. То есть воюют не украинцы? Воюют руками украинцев, но управление идет с третьей стороны. Какое управление? Управление боевыми действиями. Кто управляет боевыми действиями? Опять же, говорю то, что слышал по радио украинских дорог, что главное разведывательное управление, нет, не так, не ГРУ, Центральное разведывательное управление США помогает нам с данными. Помогает с данными. Это правда, истина. Ми-6 помогает с данными. Помогает, истина, правда. И турецкая, не помню, как она называется. Нам тоже. все разведслужбы цивилизованного мира помогают с данными. Весь цивилизованный мир помогает нам, слава богу, и спасибо им большое, с оружием и боеприпасами. Причем здесь внешнее управление? Ну, как приказы-то идут, наверное, скорее всего, не с вашего штаба.
Да? Может быть, Что вы говорите? может быть, территориально с вашего штаба, но я думаю, что там умы не только вашей страны. И умами помогают в том числе, и техникой помогают, и боеприпасами помогают, и разведданными помогают. Всем помогают. Мы, Украина, нам помогают все. И как бы время играет на нашу пользу, потому что чем больше нам помогают, тем больше мы обрастаем и финансами, и возможностями, и данными, и так далее. Время же, игра идет всегда против России, потому что вы обрастаете в то же самое время санкциями, отказываются по чуть от вашей нефти, от вашего газа. Скоро люди начнут жрать траву, и до них начнет что-то доходить. Но это вовсе не означает, что нами кто-то управляет. Вас обманули. Может быть. Но разведка является одним из составляющих вида боя. Конечно. А кто с этим спорит? Разве я это отрицаю? Докажите мне управление, что нами управляют. Так Нам это помогают, да, этого никто не скрывает. Управление, докажите. Хоть как-то. разведка. Что? Ну нам дают данные, это значит, что нами управляют? Да, вам помогают принимать решения. Помогают принимать решения. Нет, нам дают информацию для принятия решений. Извините. Хорошо. Это так происходит. Центр изучения войн, который находится на Центр изучения войны. Это независимая вообще Да. организация. Так что. Это институт, который находится на территории США, Мгм. и куда стекается информация Мгм. о ходе боевых действий, Ну что? где принимают, скорее всего, решения и передают в ваш штаб дальнейшее. Пусть передают больше. Мало, пусть передают больше. Пусть дадут нам наступательное оружие. Нам почти не дают наступательного оружия. Дадут нам дальнобойные системы залпового огня, крылатые ракеты. Давайте. Что ж так мало? Мы за. Управляйте сильнее. Что-то слабо пока что управляют, понимаете? Толком Да. даже небо закрыть не могут. Мы хотели бы больше управления. Давайте. Но одно Видимо, дело идет это помощь, обучение. а совсем другое дело это мифы о том, что кто-то сидит и переставляет в ручном режиме, что тут нашим политикам делать. Не, я вам скажу так, если бы за первых 1,5-2 месяца случилось то, на что рассчитывала Россия, вот перед вами буквально был офицер, который был под Киевом. И задача у него была непосредственно взять, одна из задач по взятию Киева. Если бы это срослось, то управлял бы уже здесь бы ваш царь-батюшка шизофренический. Но не получилось. Не получилось. И поэтому пошли жесты доброй воли. Слева, справа, прямо и вперед. Я думаю, мы пока не можем это обсуждать, потому что мы не знаем всей информации. Но это вы не можете обсуждать, потому что вы считаете, что вы не можете обсуждать, не имея всей информации, но тем не менее утверждать о управлении внешним. Опять же, я предположил. Да нет, ну я же вижу, как вы мыслите. Ну зачем все будут видеть это? Ну тот, кто будет это смотреть, он видит, как вы мыслите. Ну, предполагайте. А я предполагать не могу, потому что я всей информацией не владею. То есть о том, что вам удобно предположить, вы можете предположить. А как только я говорю о чем-то другом, вы начинаете, мы не можем об этом, потому что мы не имеем всей информации. Мы имеем дохренища информации. Нас Россия атакует на протяжении 9 месяцев, абсолютно неприкрыто. И когда я еду и вижу развалины наших городов и обломки ваших обгоревших танков, и знаю количество жертв, мне это совсем не кажется жестом доброй воли, основываясь на фактических данных. Я понял. Подскажите, пожалуйста, сколько у нас сейчас погибших со стороны России? Официальная статистика 85 тысяч якобы подтверждена. А с вашей стороны? Я думаю, что около 30 тысяч. Только так для себя узнать. Да, я понял. И что? Нет, все, я узнал, просто ни разу не слышал по новостям. Блин, что за радио вы слушаете такое интересное? Радио украинских дорог, а сейчас здесь, в Киеве, слушаем гражданское радио. Здесь Громадские. Громадские. Да, вот здесь включают... Вы понимаете украинский язык? Через раз. Когда быстро говорят, не успеваю понимать. Не, ну видите, один позитивный момент есть уже, все-таки новый язык знаете. Вы много раз были за рубежом? Нет.
Сколько раз вы были за рубежом и где? Впервые. А вы впервые, да? Да. Поздравляю, видите, как расширяется ваш постепенно кругозор и географический. Это же все-таки события в жизни. Во всем нужно искать положительную сторону. Да, положительную сторону. Вот мы, украинцы, летаем в европейские страны, как на маршрутке ездим, знаете. Сел билет, купил за 20-30 евро и полетел. Это плохо? Нет. Виз нет никаких, ничего нет. Это хорошо. Неплохо, да? Да. Но я знаю, что это плохо все-таки, потому что это же все-таки загнивающий Запад. Мы туда приехали, и там раз какой-то гей рядом прошел, и это же, понимаете, да, негативно влияет. Вообще страшно. Страшно. Боюсь геев. Я тоже. Мне недавно прислали из Лошадка-Пати в Питере. Там такой есть Лошадка-Пати. Не знаю, что такое. Ну, там долбят мужики друг друга. Не только мужики, но там и женщины. Там, в общем, все друг друга долбят, короче говоря, на протяжении ночи всей. Очень страшно. Но это в Питере. В Питере обычно пьют. В Питере обычно пьют, да. А еще я могу показать людей в России на 10-минутное видео, где оно будет полностью заполнено людьми с татуировками нацистскими, свастиками и вообще всем чем угодно. Хотите? Марши всякие там проводятся, ультранационалистические, зигования в том числе. Зигование закончилось, оно было в 2011-2012 году. Видите как? Да. Закончилось зигование. Да. Но если вам покажут зигующего из Украины, вы не будете думать над тем, когда и где это было, из какого виду это перекручено, и почему вообще вам это показывают. Вам просто хорошо. Вы впитываете, в Украине зигуют, в Украине нацисты. А я вам еще раз говорю, та нарезочка 3-минутная, которую вам крутят в России, про зигующих украинцев, это вырвано из контекста видео. И я вам могу 10-минутную такую же показать из России. Только вот непонятно, почему вы идете сюда против каких-то нацистов бороться, если точно такие же у вас есть. У нас с этим движением его искоренили. Искоренили? Ну, я думаю, что да. Ну, я вам... Вот в 2011-2012 году их было достаточно много. Достаточно много было, но недостаточно много осталось. Я вам сейчас попробую найти. Попробую найти. А у меня здесь даже не прописано это. Понял, сейчас, секундочку. Знаете, у меня под каждым видео закреплено 8 лет. Про 8 лет, что происходило на самом деле в Луганске и в Донецке. Потому что у вас же показывают там, что флагами помахали, и все, и все за Россию, да? В Херсоне тоже то же самое показывали. Тут раз Херсон стал украинским. Херсон, когда он? Не знаю, вот только что показали. Вот его же недавно. Да, У нас телевизора да. нет. С Ну, 9 у вас показали 95% голосовавших за Россию уже. Может быть. В Херсоне. Может быть. После 9 сентября. Оно-то может быть, конечно, по-вашему. Но по-нашему практически весь город остался в Херсоне, и все встречали ВСУ со слезами на глазах, неподдельными. Потому по-вашему-то оно, конечно, может быть. А по-нашему, там, где удалось выбить российскую армию, там сразу же становится а. жест доброй воли, и б. след простывает от всяких референдумов. Соответственно, я делаю вывод, что Россия руководствуется, и россияне, в принципе, руководствуются такой штукой, как называется право силы. Вот там, где смогли взять, там вы будете доказывать, что вот тут все за нас, тут мы вот правы, и все, идите все в одно место. А там, где не смогли, там сразу же, знаете, не очень-то и хотелось. Собирайте. Жест доброй воли. По-моему, это очень лицемерная позиция. Но, если сейчас загрузится. Слава России! Смерть Хохлам! Ты поддерживаешь спецоперацию?
Слава Путину! Что скажете? Какая-то частная вечеринка. Видите, вы сразу пытаетесь это оправдать. Какая-то частная вечеринка. Но если вам это покажут квартира. такую же зигу с украинской стороны, Вы закайфуете. Это же нацизм в Украине, правильно? Вы же не будете думать, это частная вечеринка, не частная вечеринка. Где это вообще вырвано? вообще не Ребенка интересно. в России Я крутят. Ребенка в России крутят, что ребенок у нас какой-то зиганул, понимаете? Крутят уже на протяжении 7 лет. Хрен его знает, что за ребенок вообще. Почему он там зиганул и кто его заставил. Еще сказал, что надо бить москалей. Не знаю вообще, что это вообще, откуда оно. Но в России его крутят может, он уже 6 вообще лет. русский, да? А? Может, он вообще с России. Не исключено. Но в России это крутят. Видите? А вы здесь смотрите, у вас сразу такой раз. Не, это частная вечеринка. Все. Так вы же только что говорили, что это закончилось. Где же закончилось? На частных вечеринках есть. Человек может заниматься хоть чем в своей квартире, не превышая уровня децибелов определенных. Точно так же и в государстве. Человек может заниматься чем хочет. Майданы делать и так далее. Не ума это дело соседнего государства. А тогда, когда они будут приходить, они будут выгребать. Просто Россия почему-то думала, что она очень сильная и все может. Но я надеюсь, что в ближайшее время жестами доброй воли до россиян наконец-то дойдет. Что ваша страна заканчивается у вас в стране. И порядки надо наводить у себя в стране, а не где-то. А к нам сюда по возможности лезть не нужно. Есть еще что от себя добавить? Нет? Хорошо. Хорошо, ты тут?